Всем привет! Вы на канале и мы в солнечном Чикаго. Город миллионов окон, бетона и огромных небоскребов. И Land of Lincoln. Да. Дешевой, вкусной еды, Масса впечатлений. холодной погоды, дождя и охрененного солнца. Пошли гулять по Чикаго. Чикаго. Город небоскребов, ветра и бесконечных улиц. Мы прилетели сюда всего на пару дней, чтобы проверить, какой он на самом деле центр Чикаго. Сегодня мы будем много гулять. Пройдемся по знаменитому Riverwalk, попробуем настоящую чикагскую Deep Dish пиццу, посмотрим на город с высоты и заглянем в самые известные места даунтаун. Мы поднимемся на смотровую площадку 360 Chicago Observation Deck, увидим легендарные небоскребы и попробуем почувствовать ритм этого огромного города. За один день максимум прогулок, максимум впечатлений и минимум планов. Это наш Чикаго. Приехали в аэропорт Форт Лодердейл. Парковка забита вся. Нам пришлось подниматься на 7-й уровень, где были свободные места. Тут самолеты, а вон там круизные лайнеры стоят. Видите, вдалеке. Ждут нас, когда мы соизволим на них поплавать. Сейчас идем в аэропорт и поехали в Чикаго. Короче, хрен знает, куда надо идти. Решили идти пока прямо. Ну, все, нашли вроде, куда надо идти. Пойдем. Trains to City. CTA. Надо будет купить билеты. Ну что, успех? Билеты не забыть. Окей. Мы едем в город. Билет стоит не $2.50, как нам обещали, а $10. Ну, правда, на двоих. И вот вам и метро в Чикаго. Такая Америка нам пока не нравится. Подожди, еще не вечер. Как давно я не видел вот такого вот. Это ужас, катастрофа. I don't like it. И вот это тоже. Вот я в Москве. Да, первые впечатления от Чикаго, конечно. Двойственное впечатление от Чикаго. Вроде и красиво, и чувствуется такое, вон там, величие какое-то, да? И при этом пипец просто. Туристы в куртках, местные даже без лифчиков. Невероятное количество знаков на одном столбе. Ист туда, норд туда, все туда. Все едут туда, а мы идем прямо. Чем ближе подходишь к даунтауну, тем, конечно, Чикаго становится поприятней. Чистые дороги, чистые тротуары. Плитка, правда, вот это давно требует замены, но тем не менее чувствуется стабилизация. Ну вот мы и пришли. Малнатис пиццерия. Там нам обещают вкусную пиццу
Мы пришли в одну из самых знаменитых пиццерий Чикаго. Ее основал Лу Малнатти в 1971 году. Он не просто открыл ресторан, он был частью самой истории чикагской пиццы. Его отец работал в первой Deep Dish пиццерии города, пиццерия Uno, еще в 40-х годах. А сам Лу с молодости учился делать эту пиццу и в итоге решил открыть свое место. Оказалось, что это не просто пиццерия, где можно поесть самую вкусную пиццу в Чикаго. По сути, это кафе итальянской кухни, где я сразу же взял мясную лазанью, оттеночка равиоли с сыром. Главная фишка – это рецепт теста. Он отличается от других, более хрустящий, с масляной структурой и до сих пор держится в секрете. Сначала идет сыр, потом начинка, а сверху томатный соус. И все это запекается почти 40 минут. Сегодня это уже целая сеть, но для местных это по-прежнему та самая пицца, с которой многие выросли. Учитывая, что я вообще не пью практически, почти не пью. Я уже такой пьяненький, прямо спать охота мне. Нахер никуда не охота идти мне в Чикаго. Обалденно? Будем есть. Заплатили мы за эту вкуснятину $82, плюс чаевые. Того вышло $97. Сегодня съели, поэтому берем с собой. Очень вкусно. Тяночка довольна. Я очень доволен. Короче, немножко пьяный, хочу попасть. Поэтому сейчас пойдем в отель, посмотрим, что там. Чикаго очень дорогая земля, поэтому строят небоскребы. Нас поселили на 19 этаж. Будем надеяться, что вид там хороший. Мне кажется, тебе нажать ничего. Так приятно, включаешь телевизор, вот написано Welcome, Андрей, Hilton, Owners, Member. Я, между прочим, Member. Хоть у меня и 0 баллов, но тем не менее. Спорили сейчас о том, кто больше сексист, женщина или мужчина. Ну как спорили? Я слушал в основном. А вы как считаете? Напишите в комментариях. Да я не справляюсь. Я не знаю, как эти ребята ходят еще. Футболка без шапки и без нихера. Мы сейчас шли, и Тяночка сказала, быстро пошли в Левис, купим тебе шапку. И купили мне шапку. И мне сейчас тепло и хорошо. А так ветер продувает, и нафиг это надо. Следующая наша точка — 360 Чикаго. Это одна из самых известных смотровых площадок города. Она находится на 94-м этаже бывшего Джон Хэнкок Центр. Высота больше 300 метров. И отсюда открывается вид на весь Чикаго и озеро Мичиган. Естественно, как и на всех подобных площадках, здесь есть барчик, где можно выпить коктейльчику с видом на прекрасный город Чикаго. Мне сегодня пивандрия хватило, поэтому мы просто идем любоваться городом. Особенно впечатляет то, как город уходит в горизонт, а озеро выглядит как настоящее море. Здесь есть аттракцион Tilt. Это когда ты наклоняешься вперед прямо над городом. Вот эту штуку я видел в Орле и Решке. Становишься туда, где перила, и эта штука наклоняется на 30 градусов. Евлеева была не в восторге, а мне нет оснований ей не доверять, поэтому мы даже не будем тратить на это деньги. Но даже без него это одно из лучших мест, чтобы почувствовать масштаб Чикаго. Такие виды запоминаются надолго. Мы зашли в, пожалуй, самый необычный Starbucks в мире. Это Starbucks Reserve Roastery. И да, это не просто кофейня, а самый большой Starbucks на планете. Он открылся в 2019 году, прямо на Мичиган-авеню, и занимает 5 этажей и больше 35 тысяч квадратных футов. Здесь не просто варят кофе, здесь показывают целое шоу вокруг него. Зерна обжаривают прямо внутри, по трубам они поднимаются между этажами, а каждый уровень — это отдельный мир. На одном этаже классический кофе, на другом десерты и выпечка, выше экспериментальные напитки и даже коктейли. И честно, людей здесь очень много. Очереди — это нормально. Иногда они просто выходят на улицу, но при этом еда и десерты здесь реально на уровне.
Чикаго мы приехали не только в отпуск, но и потому, что сюда приехала Надина подруга, школьная подруга, да, из Брянска, и привезла нам подарки из России От других наших друзей. от других наших друзей. Сейчас мы будем делать анпакинг. Надя. Надя, окей. Тоже Надя. Уже Надя. Все Надя? Надя. Тебе ничего нет. Ну, вот так всегда бывает. Так, это нам лекарство. Это мне Ирина купила футболки. Ну, показывай. Не Да. валяшками. Видели? Что написано? ГОСТ. Вообще они очень хорошего качества, между прочим, футболки. Ну. На них написано Камчатка. Бар? Ресторан? Нет, просто Просто Камчатка. Камчатка, окей. Селедочница. Потому что такая мама Ё-моё. сказала, что у нас нет селедочницы. Это моя старая еще из нашей старой квартиры. И это вот за с телеканала «Аппетитный», между прочим. А, Я да? участвовала в конкурсе, да, они мне А прислали. как конкурс, кстати, прошел? А я не знаю. Понятно. Да. Да, это мое. А что такое маленькое? А ты поверни, что там? А что на здесь написано? Читай, что написано, не видишь? Что написано? Пишите в комментариях. Смотри внимательно. Почему я попросил, вот, кстати, подтверждение, почему я попросил купить его, Андрея, именно вот эту футболку, потому что, как пел Александр Лаэрский, электорат тупой, как брянский лес. Аленка какая-то новая. Аленка, да, это детям. Бабаевский, это я люблю. Это вот Аленка шоколадки такие Мгм. бесконечные. Что А вот это вот черемуховая мука. Это мне Андрей твой друг купил Окей. для выпечки. О, это тебе. А это что? Ручка. Не знаю, видно, не видно. Надпись «Березники». На авокадо всему голова. О, носки сода. А здесь написано «Get soft». Это, наверное, мне. Это, вот это, наверное, нет. 45 размера, это не мне. 45-го? 45. Ладно. Это вот смотри, это какой-то башкирский, это было, когда называется роспись, это Ирина мне купила на стол. Потрясающе, конечно. Очень красиво. Свеча? Да, это свеча. Ну, вкусно пахнет. Потрясающе, конечно. Да. Как мы все это повезем? У нас Ой, Да. смотри, это какие-то стикеры руссконародные. неожиданно. Пригодится детям в школу. У нас багаж — это только 2 рюкзака. Все, у нас нет багажа, там какой-то... Это литровая ветер. Андрея, Вот, видно, распаковывать. засунь обратно. Вот такая распаковка небольшая подарков из России. Сейчас будем все это упаковывать. Нам надо идти. Мы пойдем в джаз, какой-то клуб. Будем наслаждаться музыкой. Блю Чикаго, да. Пришли вот в такой бар. Здесь надо обязательно выпить пиво, пару бокалов. Сейчас будет петь блюзовый музыкант. И тут принимает только кэш. Никаких карт, только кэш. Но цены приемлемые. Это один из самых известных блюз-клубов города. И кажется, здесь время немного остановилось. Клуб открылся в 1985 году, и с тех пор здесь почти каждый вечер звучит живой блюз. Причем не для туристов, а по-настоящему для своих. На этой сцене играли десятки легендарных музыкантов, и до сих пор сюда приходят люди, которые живут этой музыкой. Внутри все очень просто. Маленькое пространство, темный свет, живая гитара, голос и ничего лишнего. Но именно в этом и есть весь смысл. Ты не просто слушаешь музыку, ты как будто попадаешь в старый Чикаго, где блюз — это не стиль, а часть жизни. Вход $20 с человека, плюс ты обязательно должен купить 2 напитка.
Доброе утро, друзья. Вчера мы так здорово погуляли вечером, что еле встали сегодня. Видите, голос — это не из-за того, что я пел. Это мы так вели политические споры с ребятами. Сейчас идем завтракать. Вот что интересно. Чикаго ощущается совсем по-другому, когда дело доходит до еды. Она здесь дешевле, вкуснее и, главное, гораздо разнообразнее, чем во Флориде. Сначала кажется, что это просто субъективно, но если задуматься, у этого есть свои причины. Во-первых, Чикаго — это исторический город иммигрантов, и здесь каждая кухня — это не адаптация под туристов, а настоящая еда, которую готовят для своих. Итальянцы, поляки, мексиканцы, греки — каждая культура оставила здесь свой след. Во-вторых, здесь намного выше конкуренция. Ресторанов огромное количество, и чтобы выжить, нужно делать либо что-то очень вкусное, либо недорогое, а чаще и то, и другое. В-третьих, Чикаго — это не курорт. Здесь нет потока туристов, которые готовы платить за вид и атмосферу. Здесь платят за вкус. И, наверное, самое главное, здесь меньше инстаграмной еды, а больше настоящей. Очень вкусно мы позавтракали. Thank you. Have a nice day. И теперь с полным желудком, немножко похорошевшим настроением, идем в кафе Нутелла, а оттуда в бок. У них в Чикаго очень много вот таких вот крутящихся дверей. Не знаю, с чем это связано, но очень много. Пришли на какую-то площадь, тут непонятно. Куча флагов каких-то. Какой-то мужик. Бенито Хуарес. Молодец. Видимо, что-то хорошее сделал. Чикаго — это город, который строили вверх, и это чувствуется буквально на каждом шагу. Именно здесь появился первый в мире небоскреб, и с этого момента город начал расти не вширь, а в высоту. Но самое интересное — это даже не сами здания, а то, как они выглядят, когда выходит солнце. В пасмурную погоду Чикаго кажется строгим, серым, даже немного холодным. Но стоит появиться солнцу, и город меняется. Стекло начинает отражать небо, металл светится, а фасады становятся почти живыми. Каждое здание начинает играть по-своему. Где-то зеркала, где-то тени, где-то резкие линии и геометрия. И в какой-то момент ты ловишь себя на том, что просто стоишь и смотришь вверх. По пути мы зашли в Нутелла кафе. Это не просто кафе, а часть истории бренда. Нутелла появилась в Италии в 1964 году. Ее создала компания Ferrero, та самая, которая делает Ferrero Rocher. А вот это кафе в Чикаго особенное. Оно открылось в 2017 и стало первым в мире полноценным кафе Нутелла. Причем это не франшиза. Его открыла сама компания Ferrero, как флагманский проект США. В общем, мы ожидали, что это будет какое-то интересное кафе, там всякий мерч будет продаваться такое. По факту здесь продаются какие-то пластиковые стаканчики, прикольная кружка продается, брелочки, по мелочи так, всякая фигня. Ну и, конечно, много всяких десертов с нутеллой. Но по большому счету просто хороший пиар. Что касается вкусняшек от нутеллы, это вот мы взяли блины. Блины, кстати, наши классические такие, тоненькие, как мы любим. Ну и, наверное, в Италии тоже такие любят. Яночка взяла мороженое с нутелкой и кофеек нутелла. Ни хера себе. В общем, если вы так же, как и мы, прилетели в Чикаго с ручной кладью, вам не получится вести вот такую вот банку с персонализированным именем, но вы можете распечатать просто лейбл, наклейку и... Стоит $6. А банка с лейблом стоит 8,5. То есть из 8,5 $6 это начаток лейбл. Короче, берете лейбл, покупаете потом нутеллу и клеите ее на банку. И ваши дети хэппи, абсолютно. Мы сделали и Денису, и Соне. До этого Нутелла продавали просто как продукт, а здесь впервые сделали место, где все крутится вокруг одной идеи – добавить Нутелла буквально во все. Блины, вафли, круассаны, кофе, десерты – все построено вокруг одного ингредиента. Интересно, что таких кафе в мире до сих пор очень мало, и Чикаго остается главным местом для фанатов Нутелла. Все, что касается еды, ну, блины, такое себе. Может, я сейчас, потому что сытый уже не хочу есть. Мороженое, по мне, так тоже какое-то такое. Кофе, ну, фиг знает.
мне не очень понравился. Поэтому и видите, сколько народу набежало уже прямо сейчас. И дальше будет только больше народу. Будут люди стоять на улице. Если вы приедете сюда к 12 часам, здесь все будет занято, и люди будут стоять на улице. Поэтому, если хотите сюда попасть, приходите к 8, максимум к 9, как это сделали мы. Да, и желательно в воскресенье. Вон он, Боб, торчит из-за кустов и деревьев. Народ уже, естественно, там гуляет. И, конечно, одна из самых узнаваемых точек Чикаго – Cloud Gate, но все ее называют проще – Посолино. Ее создал британский художник Аниш Капур, и ее установили здесь в 2004 году. На первый взгляд, это просто огромный кусок металла, но стоит подойти ближе, и ты понимаешь, в чем идея. Вся поверхность – это зеркало. Она отражает город, небо, людей. И делает это так, как не делает ни одно здание вокруг. Ты видишь Чикаго, но немного искаженным, перевернутым, живым. И самое интересное, здесь нет правильного ракурса. Ты можешь стоять, ходить вокруг, заглядывать внутрь, и каждый раз картинка будет другой. И в какой-то момент ты уже не смотришь на нее, ты смотришь через нее на город. И, наверное, именно поэтому это не просто скульптура. Это точка, где Чикаго отражает сам себя. Пока, Боб, мы уходим, но наши дети еще тебя не видели, поэтому придется вернуться еще раз и показать тебя детям. Ну и вы тоже приезжайте, да посмотрите сами. Определенно этот знак стал лучше. Чикагский яхт-клуб. Пожалуйста, тебе. О, местный житель. Это серьезные ребята. Все занимаются спортом, бегают, проводят активно свой выходной. Озеро Мичиган, конечно, очень впечатляет своими размерами. Я его видел, наверное, со всех сторон, кроме канадской. А так, из штата Мичиган видел его, из штата Иллинойс. В общем, очень меня впечатляет это озеро. Интересный факт. Все 5 великих озер, одно из которых озеро Мичиган, это прекрасно, содержит 21% пресной воды планеты. И около 20% содержит Лейк Байкал, озеро Байкал. Да. То есть, по идее, вот это место и озеро Байкал в России содержит примерно 40% всей пресной воды в мире. Вы хоть осознаете, где вы плаваете? Фекалии свои разбрасываете. А, ребята? Ветер очень прям сильный и задувает так прямо хорошо. Я не знаю, как ребята бегают тут, им, наверное, вообще прикольно. Но нам прохладнее. Поэтому сейчас дойдем до какого-то места и свернем на... Куда мы там свернем? Мы хотим пойти в реки, которую, между прочим, 17 числа будет День Святого Патрика. И здесь еще большая ирландская диаспора. И они ее окрашивают в зеленый цвет. Да, выглядит великолепно. Чикаго Риверволк. Река Чикаго, которая впадает в озеро Мичиган. И вдоль этой речки есть прекрасная набережная, по которой гуляют вот люди. И мы сейчас тоже пойдем. Будем наслаждаться видами. Минутка величия от США. Вот список подводных лодок, которые были построены в Висконсине во время Второй мировой войны. Из них 1, 2, 3, 4 потеряны в боях. Сколько подводных лодок произвела Россия в этот момент, Советский Союз? Не претензия, а просто интересно. Пам-па-пам-пам-пам-пам. Закрой это окно войны. Тяночка закрывает окно войны. Нет, не получается. Нет, не получается. Война будет продолжаться. Извините, мы сделали все, что могли. Трамп в каждом городе крупном строит себе башню. На Sunny Isles есть Трамп. Здесь Трамп. В Нью-Йорке Трамп. Короче, везде Трамп. Поезда проезжают мимо домов, как вот на этой фотографии. Но, к сожалению, так и не нашли, откуда снимают сверху, либо это с дронов, либо каких-то зданий. Поэтому решили, что надо покупать дрон в следующий раз
снять красивые кадры. Вот здесь вот я вчера голос-то сорвал. Так мы спорили, так спорили. Прикольное местечко, конечно. Всем рекомендацион. В Чикаго круглосуточно вот так вот завывают сирены. Просто постоянно. Время 12 часов дня, мы выписались из отеля и посмотрим на очень большой Макдональдс. Очень большой Макдональдс, который, по словам Коляна, моего нового друга, знаменит тем, что он что-то рок-Макдональдс какой-то. Сейчас пойдем и посмотрим. Очень большой Макдональдс, конечно, внутри. У них даже есть вот такая вот верандочка, где растут березки, между прочим, чтобы вы всегда чувствовали себя как на родине. Но мы здесь кушать не будем, пойдем дальше. Вот это вот здание с грибочками. Видимо, было какое-то раньше детское кафе или что-то типа такого. Не выдержало конкуренции и закрылось. А вот этот вот мини-пермский цирк, он как бы тоже, мне кажется, не работает. Ну там протест. Протест против чего? Против Ирана. Думаешь? А вон написано. Я не вижу. Вон Ты Иран. глаза стоит? Где? Вон, видишь, Иран. Иран. А, окей. Я хочу зайти на протест. Нет, стоп, war, он Иран, видишь? Это против не город, это специальная военная операция. Там сказал. Ну да. Надо и пойти, объяснить им надо же. Как оно и есть. Да. Нет оснований не доверять президенту. Естественно. Ой, сори. Если бы больше из нас пошли на работу и просто уволились массово, бросили работу и семьи, вся экономика бы рухнула. Да, и это совершенно справедливо. Нам нужно бастовать за каждую женщину, которую США пытались разрушить бомбами, переворотами, санкциями или простой капиталистической жадностью. Насилие, с которым сталкиваются эти женщины, это наше общее бремя. Мы не можем зваться феминистками и игнорировать бомбы, убивающие маленьких девочек в Газе, Судане и Иране. Да, ты права. Мы не можем называть себя феминистками и игнорировать те санкции, которые пытались уморить голодом Венесуэлу и Кубу, лишая женщин и их страны будущего. Это верно. Не феминистки? Чувака, и флаг и США, Ирана, и Палестины. В общем, он за все. За мир во всем мире. Чтобы вы понимали, весь этот протест проходит у здания Трамп Тауэр. Чтобы Трамп, он с той высоты взял, посмотрел и сказал, да, действительно пора прекращать. Там люди пытаются остановить войну в Иране, а здесь люди, которые поддерживают свободный Иран, то есть поддерживают, так сказать, бомбежку Ирана. Штаны огонь вообще у парня просто. Вот сюда мы вообще не планировали заходить, но мимо пройти просто невозможно. Официальный магазин Гарри Поттер в центре Чикаго.
Он открылся в 2022 году, и это один из немногих таких магазинов в мире. По сути, это не просто магазин, а полноценное фан-пространство. Здесь все построено вокруг деталей. Палочки, мантии, сладости, предметы из фильмов и даже оформление, как в Хогвартсе. И самое интересное, люди сюда приходят не просто что-то купить, они приходят за атмосферой. Кто-то примеряет мантию, кто-то ищет свою палочку, а кто-то просто ходит и смотрит, как будто попал внутрь фильма. Наливают сливочное пиво, но что-то я не хочу деньги за это платить. Яночка говорит, что это не бесплатно. Я тоже решил попробовать свою удачу. Шляпа выбрала мне факультет. Ravenclaw! There we go! Thank you! Вчера мы тут гуляли, ничего такого не было. Сегодня просто невероятное количество народа, невероятное количество всяких вот таких вот индусы, которые крутятся. Это просто забавно. Чикаго! Все приезжайте в Чикаго, это круто! В Чикаго метро — это не просто транспорт. Здесь его называют просто L, от слова elevator, потому что большая часть линий проходит над землей. Ты не спускаешься под город, ты едешь прямо сквозь него. Поезда идут между зданиями, над улицами, над рекой. И в какой-то момент ты понимаешь, это не поездка, это часть города. Система появилась еще в начале 19 века и до сих пор остается одной из самых узнаваемых в США. Те самые металлические рельсы, скрип, грохот, поезда, проходящие прямо над головой. Это и есть Чикаго. И да, это не самое тихое метро в мире, но, возможно, именно в этом и есть его характер. Есть в аэропортах какая-то своя магия. Когда ты приходишь в аэропорт, чувствуешь себя немножко другим человеком почему-то. То сейчас ты куда-то сядешь в самолет и куда-то полетишь. Чтобы он хорошо взлетел в край, точно сел где-нибудь в Париж. Там еще немного и Прованс. Ну, не Париж, но Форт Лодердейл ждет нас. Яночка сказала, что сегодня 8 марта, так как она без подарка, хотя сама поездка была подарком. Я ее заплатила за нее. Неважно. Заставила меня пойти за кофе. Я обошел 3 точки. Везде не работали эспрессо-машины, короче. И только Starbucks спас меня. Будем наслаждаться кофе перед полетом домой. Что тебе понравилось больше всего в Чикаго? Больше всего мне понравилась встреча с друзьями. Прилетала наша подруга из России, и мы встретились в Чикаго. И мы познакомились еще с ребятами, с ее друзьями, которые приехали из Индианы. И мы все встретились в Иллинойсе. Прекрасно отдохнули, погуляли, попили пивка. Это не тебя зовут. Я понимаю, но можешь не записывать видео? Можете здесь не ходить. Посмотрели на Чикаго с высоты птичьего полета. Увидели знаменитое озеро Мичиган с его бирюзовой прекрасной водой. Настоящее море. Погуляли вокруг знаменитого Боба или Клаудгейт. Увидели высоченную Трамп Тауэр. Отведали прекрасную вкусную чикагскую пиццу. Дважды. Ну и, конечно же, насладились прогулкой вдоль Ривервок. Очень знаменитая река и прогулочная набережная в Чикаго. Между прочим, скоро день Святого Патрика, и она будет окрашена в зеленый цвет.
Увидели знаменитый театр Чикаго с его знаменитой старинной вывеской. Ну и в целом провели прекрасные выходные, немножко устали, выдохлись. А еще мы узнали, на каком факультете мы бы учились в Хогвартсе. Кстати, да. Я, между прочим, Гриффиндор, а он Равенкло. Я не знаю, кто это, но я думаю, что все будет хорошо. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Пока-пока. А мы полетели домой.